Так, вяжем глаза. Вначале берем фиолетовую пряжу, вяжем веко фиолетовым цветом. Набираем, так, чуть побольше ниточку оставлю. Набираем 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Со второй петельки от крючка провязываем 1 столбик. Дальше провязываем 4 полустолбика с накидом. Делаем накид и провязываем 1, 2, 3, 4. И в последнюю петельку провязываем 1 столбик. Подтягиваем. Получается 6 столбиков. Ниточку делаем воздушную петлю, ниточку закрепляем, обрезаем. Вот такое веко у нас получается. Сейчас оно никакое, но потом будет симпатичное. Так, дальше берем белую пряжу. Я набираю 2 воздушные петли, кто в кольцо амигуруми, и во вторую петельку провязываю 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затянули. Во втором ряду вяжем 6 прибавок. Одна, вторая. Во втором ряду у нас получается 12 столбиков. Вяжем третий ряд. Один столбик прибавка, повторяем 6 раз. 1 столбик прибавка, 1 столбик прибавка. В ряду у нас должно получиться 18 столбиков. Четвертый ряд. Провязываем 1 столбик прибавка. Дальше вяжем 2 столбика прибавка, повторяем 5 раз. Заканчиваем ряд 1 столбиком. В ряду у нас получается 24 столбика. Дальше мы берем серую пряжу. Сейчас ее будем крепить. Так, ниточку я закреплю беленькую за заднюю полупетлю следующего столбика и обрежу. Нам оно больше не понадобится. Теперь за оставшуюся переднюю полупетельку я закреплю ниточку. Серенькую воздушную петлю и сделаем узелочек. Так, в эту воздушную петлю мы не считаем, но будем вязать опять в эту полупетельку первую. Здесь у нас будет первый столбик. И теперь нам нужно
провязать за передние полупетли 4 столбика. Так, вот мы провязали 4 столбика. Весь ряд мы вяжем за передние полупетли. И сейчас будем вязывать веко. При вязывании века в некоторых местах, где не очень удобно, да, 3 столбика провязать, я буду делать как бы прибавку, чтобы сильно не стягивать. Ну, увидите. Но при этом постоянно провязывая, даже если прибавка, мы прибавку не делаем в эту полупетельку, мы делаем в следующую. Как бы здесь прибавка, но здесь мы дальше вяжем по кругу. И поэтому у нас количество столбиков в ряду не поменяется, так и будет 24. Так, ввожу крючок. Ну вот, например, в эту последнюю петельку, полупетлю даже, так скажем, ниточку убираем, чтобы она не мешалась, и ввожу в первую полупетлю, в переднюю. Затянули ниточку, туда тоже затянули, чтобы она с этой стороны не торчала, и провязываем столбик. Дальше я провяжу вот в эту боковушку. Сюда я сделаю прибавку, потому что тут неудобно ковыряться. Получается, веко я опять ввожу в то же место, где у нас был столбик, но по гвоздику я вяжу дальше за следующую полупетлю. Вот так. Теперь здесь у нас есть оставшиеся полупетли при вязании века. Вот за них я буду вязывать дальше. Так. Это у нас получается здесь 1, 2, 3, 4. Это 5. Это я считаю те столбики, которые мы веко ввязываем. 6. Правильно? 1, 2, 3, 6. 7. 8. Так. Ну и здесь я, вот есть петелька, первый столбик. Вот я за него захвачу. И теперь этот, как бы не за 2 петли, а уже за одну. И дальше по кругу. Так, смотрим, ровно веко или нет. Ну, меня устраивает, нормально. Так, посчитаем, сколько у нас ушло столбиков по веку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 столбика так, 10 вместе с веком, это получается 14. И дальше до конца ряда мы вяжем 10 столбиков за передние полупетли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Так, привязывание века, например, сколько раз я их вязала, а я их вязала не один, не два раза. У меня каждый раз по-разному бывает ввязывается века. Когда вот сейчас у меня ушло 10, да, столбиков, может уйти 9, может уйти 12. И как бы от этого вы уже будете отталкиваться, сколько у вас столбиков до конца ряда, да. Но я говорю, всегда в заднюю полупетлю, ну, в заднюю, в переднюю, за которую мы вяжем глазик, мы прибавки не делаем. Мы постоянно вяжем следующую полупетлю. Прибавки только в веко мы можем в одно место хоть 3 раза крючок вводить, но по глазику мы продвигаемся. Здесь мы не делаем прибавки. И количество столбиков в ряду у нас не поменяется. Их как было, так и есть 24. Потому что нам не нужно здесь ничего прибавлять. Если вдруг у вас получилось, что вы прибавили, и у вас не 24, а там 26 получилось или 25, то вот сейчас мы будем ряд вязать. Просто по кругу 24 столбика, и в этом ряду можно будет сделать убавку. Примерно в том месте, где вы сделали прибавку. Чтобы сильно не стягивать, чтобы у нас более-менее ровный круг получился. Так, второй ряд мы вяжем за обе полупетли, как обычно. Провязываем 24 столбика по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Как видите, я специально ничего не пропускала, чтобы вам показать, что столбики не поменялись. Ну, число столбиков как было 24, так и есть. Хотя здесь мы делали прибавки. Но я говорю, мы прибавки делаем только в веко. По белку мы вяжем в каждую переднюю полупетлю по одному столбику, без всяких прибавок. Так, дальше у нас снова ряд с полупетлями, только в этот раз мы будем вязать за заднюю полупетлю. Вот мы вязали вначале за переднюю, чтобы сюда у нас все согнулось. Теперь вяжем за заднюю, чтобы у нас вывернулось. Это на изнанку. За заднюю полупетелечку провязываем 24 столбика. 2, 3, 4, 5. Вот, провязали. Это у нас третий ряд получается. Дальше вяжем четвертый ряд. И снова вяжем только за заднюю полупетлю. Весь ряд за заднюю полупетельку.
Так, я провязала 4-й ряд. Теперь выворачиваем все, формируем глазик. Вот у нас есть оставшиеся полупетли. Вот они у нас идут как бордюрчик такой. Так, выровняли. Вот такой глазик у нас получается. Дальше мы провязываем 24 соединительных столбика. Захватывая петли вот здесь 4-го ряда и оставшиеся полупетли, вот эти беленькие от глазика, которые вот так. И так мы провязываем по кругу 24 соединительных столбика. Вот так в каждую петелечку. Вот эти ниточки, которые остались у нас, которые торчат от века, от всего, я их сейчас запрячу. У нас тут есть пространство такое, куда можно их запихнуть, чтобы они нам не мешались и не торчали. С помощью ножниц просто прокладываем. Это уж очень длинное. И второе также. Вот так. Эти кончики нам тоже не нужны. Мы их тоже запрячем. Ну, этот пусть будет. Он не такой огромный. Мешаться можно обрезать. И продолжаем вязание до конца ряда. 24 соединительных столбика. Так, вот я провязала. Сделаем воздушную петлю. Отрезаем ниточку, оставляя длинный конец для пришивания. Вот такой глазик у нас получается. И второй глаз мы вяжем так же само, только без века. Вот такой. Один с веком, один без века. И, ну, я думаю, вы справитесь. Я не буду его уж вязать, показывать как. Вяжем так же само, только тут мы века еще захватывали. А здесь просто этот первый ряд с серыми ниточками. Мы весь ряд вяжем 24 столбика за передние полупетли, ничего не прибавляя, не убавляя. Дальше все вяжется так же само, как у этого глазика. Вот так. И выравниваем, чтобы они ровненькие были. То скручиваются, маленькими кажутся. Вот так. Из фетра вырезаем вот такой прямоугольник. Он у меня примерно около 2 сантиметров. Вот так, в ширину 1 сантиметр. Делим его напополам. Согнули. И разрезали. И теперь с одного квадратика делаем кругляшочек. Если будет немножко разного размера, ничего страшного. Нам все равно зрачок нужен,
только его сердцевина. Вышивать мы будем по краю, не с центра, а по краю. И даже ничего страшного, если немножко будет неровный кружочек. Более-менее. Такой, надо же, ковал. Один меньше, другой больше получился. Можно подогнать под размер. Можно оставить так. Ну, вот такие у меня зрачки. Дальше от каждого моточка мулине мы отрезаем одинаковые, ну, отрезки такие. Не очень длинные, но и не очень короткие. Даже если закончится, ничего страшного. Вот, чтобы они все одинаковые были. И из каждого этого отрезка мы берем по одной ниточке. Вот одна ниточка. Вторая. И третья. Так. Третья. И дальше четвертую и пятую. Ну вот, я взяла с каждой ниточки, с каждого мотка по одной ниточке. Вот получилась такая смесь. И теперь мы будем вышивать. Вышивать и сразу же пришивать зрачок. Так, не путаемся, да, у нас есть вот такой фиолетовый глазик, который будет с фиолетовой стороны. И его мы будем пришивать. Я немножко оттяну вот так веко, потому что оно нам сейчас будет мешаться. А потом нужно будет его опустить обратно. И как бы такой будет прикрытый глазик. Ну, взгляд. И примерно вот можно по центру, можно чуть выше, можно в сторону. Как угодно. Примеряем. И будем пришивать. Я сделаю по центру. Поставили зрачок. Придерживаем. Берем иголочку. Вводим с изнаночной стороны. Немножко отступая от зрачка. И так же самое здесь. Не по центру вводим зрачка, а с краю. Вот так. Я сейчас сделаю с 4 сторон, как бы зафиксировав зрачок, чтобы легче было с ним работать. Так. Ну, вот так. И дальше мы вышиваем по кругу.
чтобы у нас вот здесь не было просветов. Ну, вот почти не было черных просветов. Сначала это делаю в разброс, а потом буду делать стежки там, где есть просвет. Сильно как бы толсто вышивать тоже не нужно, потому что будет такой выпуклый, не очень красивый глазик. Ну, вот уже радужка вырисовывается. Уже стает похоже на глазик. Ну, теперь смотрим, где у нас большие просветы, туда стараемся посерединке ввести иголочку и закрыть их. Вот так. Так, чтобы эту ниточку не пришить еще. Ну вот и все. Вот такой глазик получается. Ниточку закрепляем, обрезаем и таким же способом вышиваем второй глазик коричневый. Глаза пока отложили в сторону. Берем наше тело миньона и будем вязать ремешок на голову, такой черненький. Ремешок вяжется черными нитками. Я набрала 50 воздушных петель. Из третьей петли, как вот мы вяжем со второй петли от крючка, да, здесь с третьей петли от крючка
провязываем 48 полустолбиков, полустолбики с накидом, 48 штучек. И тут просто закрепляем ниточку, оставляем длинный конец. Возможно, кому-то понадобится не 50 воздушных петель, больше или меньше. Набирая петли, вы смотрите, примеряете. Нам не нужно, чтобы этот ремешок смыкался, потому что здесь будут глаза, и как бы смысла нету делать его таким огромным. Вот здесь будет глазик, и здесь ремешок немножко должен заходить под глаза, и все, чуть-чуть, вот так. У меня, я говорю, 50 петель. Возможно, вам больше или меньше понадобится еще. Даже если вам покажется, например, 50 петель вы связали, провязали, что как-то он, коротковат, да? Но его можно немножко поднатянуть. И когда вы его поднатянете, он станет еще длиннее, да? И вам хватит. Сильно таким его прям рыхлым тоже не надо делать. И теперь вот примеряем. По штанишкам глаза приложили, померили. И закрепляем и пришиваем этот ремешок. Где примерно его пришивать? Выше, ниже. Это все мы также смотрим по глазам. Примерно. Да, где у нас будут глаза. Где-то так. Один, второй. Чуть-чуть в сторону. И уже немножко, чуть-чуть, чтобы заходил ремешок под глаз, чтобы его видно не было. И определяемся, откуда его пришивать и на какой высоте. Все подбираем индивидуально. И пришиваем ремешок. Так, ремешок пришит. Вот примерно на таком расстоянии. Я замерила. Глазки немножко заходят на ремешок, чтобы не было вот такого стыка. Вот такие глаза у меня получились. Теперь берем нашу тушку и переставляем глазки. Тут уже смотрим. Вот я вначале думала вот этот глаз пришить как-нибудь так. Но ему же больно. Он весь такой корявый. Но потом решила сделать вот так. Потому что ровно мне как-то не нравится. Не очень. Но немножко вот так наискосок. Это придает ему такой более злой вид. Он заразный, ему больно. Он злится. Глаза размещаю. Вот у нас центр переда. И примерно, вот, чтобы ровненько было. Булавочками крепим. Второй глазик. Вот чуть-чуть повыше. Смотрим, чтобы глаза были на одном уровне. Один выше, другой ниже. Не очень будет смотреться. Ну, вот так.
вроде бы все одинаково. И все, пришиваем. Пришиваем глазки вот за вот эту косичку из воздушных, ну, из петелек. Это наши соединительные столбики. Вот за них пришиваем по кругу один и второй глазик. Ну вот, глазки пришиты. Вот так получилось. Перед тем, как начать оформлять личико, мы сделаем прическу миньона. С прической будет легче понять, как ему пришить рот, зубы. Ну, полегче будет оформлять мордочку. Но это для меня так легче. Так, берем шерсть для валяния. Вот, она такой лентой идет. Находим край. Не такой свалявшийся, вот такой не надо, лучше его оторвать. Ну, вот такой более-менее ровненький. Чесать ее не надо. И теперь вот здесь мы отщипываем. Ну, вот так чуть-чуть взяли и тянем, тянем, тянем. И вытаскиваем пучочек. Не очень толстый, тоненький. Толстый пучок будет неудобно крепить, и такой шишак получится некрасивый. И теперь вводим крючок. Откуда начнем вязывать? Начнем вязывать сверху. Поэтому крючок вводим так, здесь попозже. Угу. Вот за столбик. Сложили пучок пополам, захватили его крючком, вытащили и в эту петельку вытащили кончик, подтянули чуть-чуть. Вот так у нас сформируется из таких пучков прическа. И продолжаем дальше. Я вот ввожу крючок, потом уже отрываю кусочек. Раз. Самое важное вот здесь чистить, очень чистить, но не надо делать толстые пучки. Пусть они будут тоненькие, чтобы у нас как бы край был более-менее красивый, а здесь можно уже через один столбик крепить. Ну, не в каждый столбик, а то будет чересчур пышная шевелюра такая. Но, в принципе, можно сделать очень пышную. Хуже от этого не будет. Первый ряд, вот где у нас 6 столбиков идет в колечко. Здесь я закрепила 3 штучки. И теперь так, я буду сначала крепить вот так. Ряд закрепила, опять отсюда начала второй ряд, закрепила, отсюда начала третий. И так буду делать. А потом уже в конце вот здесь выровняю. Посмотрю, где можно будет за что схватить и подровнять этот край, сделать его ровненьким, симпатичным.
Так, я думаю, принцип понятен, как крепим. Здесь так же самое, я буду крепить прям вот сюда. Вот здесь буду крепить, везде буду крепить, где есть фиолетовый цвет, по всей вот здесь голове. И здесь так же самое, здесь по низу сделаю погуще. Например, так мы крепим одну прядку в один, как бы столбик, да? Здесь можно через 2, а здесь по краю, здесь можно крепить как бы вот в эти столбики, да? А потом еще, чтобы край был посимпатичнее, можно крепить между ними вот за этот вот. И тогда край будет погуще и поровнее, красивее будет смотреться. Но в принципе, если прическа будет вот сюда вся идти, то край вообще видно не будет. Ну вот что у меня получилось. Здесь я крепила в каждом ряду, но через столбик. Залысин этих видно не будет, потому что шерсть сваливается между собой. Здесь я чистила часто. Здесь так же само, чтобы хорошо так все было. Да, вот оно получается вот так прическа, и незаметно край. Здесь тоже чистила. И вот так. И вот такой причесон получился. Фиолетовой ниточкой вяжем рот. Так, оставляю длинный конец для пришивания рта. И набираем 30 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набрали 30 воздушных петелечек. Со второй петли от крючка, первая, вторая, провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Дальше 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. Снова столбики без накида, 3 штучки. 1, 2, 3. Дальше 2 полустолбика с накидом. 1, 2, 2 столбика без накида. 1, 2. И 1 соединительный столбик. Ниточку закрепляем, обрезаем, оставляя кончик, чтобы удобно было прятать. Кончик для пришивания у нас уже есть. А этот кончик прячем вот сюда, в губу. Белой пряжей вяжем зубки. Я оставляю ниточку подлиннее, чтобы ее удобно было прятать. Набираем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Со второй петельки от крючка провязываем 1 соединительный столбик. Вот так.
Дальше 1 столбик без накида, следующий 1 полустолбик с накидом и последний 1 столбик с одним накидом. Вот тут начальную петлю затянули, вот получается такая штучка. Так, ниточку закрепляем, обрезаем, оставляя длинный кончик для пришивания. И таких зубиков вяжем 3 штучки. Вот они у меня. 1, 2 и 3. Так, оформляем мордашку. Для начала берем черную пряжу, вот которой ручки вязали. Иголочку можно подлиннее взять, можно короткой, кому как удобно. Будем вышивать ротик. Ну, у меня примерно вот 1 ступенька, 2 ступенька, и вот с этой 2 ступеньки снизу это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, 6 столбиков от штанишек вверх. Примерно примеряем. Вот. Подходит. Можно так сделать, да, он озадаченный будет, что это такое случилось. Можно улыбочку вышить. Я остановлюсь на этом варианте. Так, ввожу иголочку между столбиков. Возьмем здесь. Прям между, чтобы ничего не захватить. И стараюсь попасть в то место, в которое выбрали раньше. Как ни целься, все равно не нормально все прошло. Немножко наполнитель вылез, подстрижем его. И примеряем, как нам надо. Ну вот так. Сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков в сторону на 2 ряда вверх. Вводим. И теперь я выведу в области головы. Здесь сделаем 4 таких прядочки. Это будет прическа. Так. Вот это первые 6 столбиков. И во втором ряду получается. Выводим. Если наполнитель вылез, заправляем его обратно. И делаем такие волосинки.
посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну вот примерно в 7-м ряду. Между волосинками сделаем, наверное, 2 ряда. Пусть будет. Так, одна есть и вторую. Вот так делаем. Тоже в 7-й ряд. Тут прибавка, ну вот. Вот так. Возвращаемся наперед. Опять наполнитель вылез. Наполнитель обратно. Равняем, чтобы более-менее ровно полосочки были. Вводим иголочку и выводим. Здесь нет ничего сложного, одно только вот почему-то такого раньше не было, чтобы так наполнитель лез. И выводим куда-нибудь, где будем прятать. Я буду прятать в ремешке. Ниточку. Сильно не затягиваем. Ну, вот такая прическа у нас получается. Ну, меня все устраивает, я так и оставлю. Закрепляем ниточку и прячем кончик. Ниточку запрятала, все обрезала. Ну, а теперь самое интересное. Будем пришивать зубки. Располагаем зубик. Вот где у нас рот вышивался, да, и на один ряд вниз. Один столбик здесь пусть остается в сторонке. И мы его так закрепляем. Первый зубик, второй зубик рядышком, но на ряд ниже. От первого закрепляем. Вот так ступеньками идут. И третий зубик. На один ряд выше, как первый крепим. Закрепляем. У каждого зубика есть кончик. Этим кончиком нити пришиваем зубик вот здесь внизу и с изнаночной стороны одним стежком крепим к телу, чтобы он так сильно не отваливался.
пришиваем. Покажу, как я зубки пришиваю. Эти уже два пришитые. Вот этот я вот пришила по низу. Вывела иголочку назад. Теперь здесь захвачу. Без разницы как, что. Вот так. И на уровне этом, где захватила, захвачу здесь столбик. Снова выведу в зуб. На изнанку. Ну и все. Можно закреплять, прятать ниточку. Пусть они будут вот такие в разные стороны, корявые. Это будет еще круче смотреться на нем. Ну и теперь заключительный процесс у нас. Это пришивание губы. Так, снова берем булавки. Прикладываем губу. Вот где у нас фиолетовый столбик. Сюда. Вот он. Чтобы его прикрыть. И вот тут закрепляем. Широкая часть губы — это низ. Тонкая часть — это верхняя будет губа. Так же само закрепляем вот здесь. Там потом при пришивании пришивать не здесь, а более туда, чтобы не так заметно было. Ну, чтобы не было стыка такого бросающегося в глаза. И верхнюю губу пришиваем, вот чуть-чуть опуская вот так ее, чтобы она не торчала. Получится вот такой рот. Когда смотришь на две половинки, не особо понятно, что получается, поэтому я прикрываю здоровую половину и уже работаю только с зараженной. Вот такой рот у нас получится. Ничего сложного нету. Пришиваем. Ну вот наш заразный миньончик и готов. Ротик пришит, все сделано. Мне все нравится, конечно, по отдельности они смотрятся совсем по-другому, чем вместе. Но от этого он и интересный. Спасибо всем, кто смотрел это видео, вяжет вместе со мной. Отдельная благодарность подписчикам. Кто еще не подписался, подписывайтесь. И ждем нового выхода МК. До скорых встреч. Пока.